Консультативное заключение по представленным МР-томограммам 67 лет, дата исследования 9 марта 2024 года. Область исследования – правый плечевой сустав, суставные поверхности неровные, с признаками субхондрального склероза, узурацеи. В полости сустава определяется незначительное количество свободной жидкости. Скопление жидкости вдоль длины головки бицепса. Гиалиновый хрящ суставных поверхностей прослеживается, неравномерно истончен. Периартикулярные ткани несколько отечны. Обращают на себя внимание дегенеративные изменения суставной губы лопатки, преимущественно в верхней трети. МР – признаки субхондрального склероза, кистовидной дегенерации, гипертрофии суставных поверхностей акромиально-ключичного сочленения. Сухожилие надостной мышцы отечно, разволокнено. Определяется компрессия сухожилия надостной мышцы ключично-акромиальным сочленением. По нижнему контуру акромиона остеофит до 5 мм. По нижнему контуру ключицы остеофит до 6 мм. Субакромиальное пространство – 4 мм. Сухожилия подосной, подлопаточной и малой круглой мышцы интактны. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не выявлены. Заключение: МР – картина дегенеративных изменений суставной губы лопатки по типу СЛЭП-1, субакромиального импеджмент-синдрома, артроза артрита правого плечевого сустава и ключично-акромиального сочленения. Рекомендована консультация травматолога. 14 марта 2024 года. Доцент КМН Котов: МА заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Правый сустав получше, чем левый, но тоже плох. В области ключично-акромиального сочленения есть выраженная компрессия сухожилия надостной мышцы, из-за этого рука и двигается плохо и болит. Также есть скопление жидкости в суставе, синовит, что тоже дает чувство неудобства в суставе. В этой ситуации также нужна консультация оперирующего травматолога.